Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как же он обожает смущать своего мальчика. Девятое место. Чонгук не может уснуть из-за того, что нервничает. Также он рядом с Тэхёном, потому что Тэхён – мое безопасное место. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Хватит это терпеть». Разбираемся в самом нелепом скандале года. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Посмотрите на улыбку Тэхёна для Чонгука. Это буквально его малыш. Седьмое место. Вид сзади явно хорош, да. Шестое место. Поведение пары. Когда Тэхён не может его поцеловать, он всегда касается его подбородка. Из предыдущих концертов рукопожатие Тэйкук, Тэхёна – это живой и сложный перформанс, беззвучное признание в любви через поцелуй руки и жестовый знак. Даже секундная заминка в пальцах ничего не испортила, а лишь подчеркнула, как идеально они чувствуют друг друга. Пятое место. Самые сильные чувства. Четвертое место. Ах, эти улыбки ранили и убили.
Третье место. Новости. Фитнес-блогер на Red Note поделился о том, как помогал Тэйкук в их спортзале Woo Fitness. Каково это – пожать руку Чонгуку во время работы? Я должен служить BTS 3 дня подряд на работе. После концерта в субботу они пришли в спортзал в 11, даже когда шел дождь. Я лично открыл им дверь на 2-часовую сессию. И Чонгук, и Тэхён поклонились и помахали, когда они вошли и ушли. Чонгук даже отвернулся от дверного проема, чтобы пожать мне руку после того, как увидел, как я машу на прощание, пожимаю руку и обнимаю их менеджера. Кстати, Чонгук был так возбужден во время тренировки, что он ходил без рубашки до конца сессии. Даже если вы не фанат, вы будете тронуты их вежливостью и самодисциплиной. Из уважения к правилам я не просил фотографии или автографы. Вот фотография, которую кто-то другой разместил в Instagram. Просто быстрое дополнение. Изначально мы предложили предоставить услугу для этого временного интервала бесплатно, но они отказались принять какое-либо специальное обращение. Несмотря на то, что они не пришли в воскресенье, они настаивали на оплате. Босс не позволил нам принять деньги, но переводчик и руководитель группы сказали, что они не уйдут без оплаты. Они были действительно невероятно принципиальны. Не люблю, когда его называют фриком, он просто креативный. Представлены новые образы V для Dior Dior. 28 августа состоится запуск тонального крема Dior Dior Tinted Skin Glow Cushion. Бренд косметики Dior Dior выпустил новые фотографии V, который является его глобальным амбассадором. В связи с запуском нового продукта, тонального крема Кушона Tinted Skin Glow Cushion, который будет постепенно поступать в продажу, начиная с 28 августа 2026 года, пятница. На этих фотографиях Ви демонстрирует свою естественную красоту и утонченную ауру, а также подчеркивается его отличительная черта – естественная красота, которая идеально сливается с кожей. Эти яркие снимки – гармоничное сочетание непринужденности Ви и красоты его кожи. Продукт легко распределяется по коже, как сыворотка, и даже при нанесении в несколько слоев не создает ощущения тяжести или эффекта маски. Откройте для себя мир Тиорта, где тональный крем Tinted Skin Glow Cushion делает невозможным разграничение между кожей без макияжа и тональным кремом, демонстрируя естественную красоту Ви. Эти фото сочетают в себе естественное обаяние и утонченность Ви с отличительной чертой продукта – естественная красота, которая идеально сливается с кожей. Подчеркивая индивидуальность Ви, финиш выделяет естественную красоту кожи, выражая совершенно иной, невиданный ранее уровень привлекательности Dior Dior. А этому мальчишке все еще 5. Тим Холлоуэй, креативный директор ювелирного дома Греф, опубликовал в Instagram: «Потрясающе видеть, как наша компания выходит в свет.
несколько лучших кадров с билбордов в Токио и небольшой взгляд за кулисы создания декораций. Компания была полностью снята на камеру с живыми практическими эффектами, золотой скульптурой от Энди Хиллман и лазерным освещением от Джун Кванг. Креативное руководство от Hollow Way для свежей компании Gref с участием Чангука. Я хочу про них эпическую историю любви длиною в жизнь со счастливым концом. Владелец магазина сладостей Willy Wacky Snacks рассказал о встрече с Тэхёном. В прошлую пятницу трое парней зашли в магазин и спросили, можно ли им воспользоваться туалетом. Один зашел в туалет, двое стояли у окна, разговаривали между собой на каком-то языке, не английском, и поэтому владелец спросил: «Откуда вы?» Они сказали, что из Кореи. И тогда владелец, весь в восторге, сказал: «Ух ты, я так хочу в Корею!» И разговорился с ними, даже показал им корейские Принглс, которые у него в магазине, потому что они у него есть, а в тот момент он понятия не имел, кто эти ребята. А потом выяснилось, что это был BTS V, который снимал TikTok прямо у его магазина, и мурал на внешней стене его собственного магазина стал центральным фоном для съемки. Новый магазин конфет, который недавно открылся на 175 Харбот-стрит. Это так горячо. Стример Край получит возможность взять интервью у BTS на фестивале Heart Radio Music Festival. Популярный испаноязычный стример поделился этой новостью со своими зрителями в прямом эфире, не скрывая восторга. Парень сказал: мне дали возможность быть с BTS. Я единственный на мероприятии, у кого есть доступ к ним. Только меня выбрали. Только мой профиль одобрили. Так что, очевидно, я собираюсь, план, интервью с ними и все такое. Но как ведущий, план в том, что я буду интервьюировать нескольких артистов, которые будут на мероприятии. Я зайду в несколько гримерных, чтобы взять интервью. Но особенное в этом то, что меня выбрали, правда, я бесконечно благодарен Хайп. Значит, помимо выступления, нас ждет уникальный живой контент прямо из-за кулисья. Упс, формы Тэхёна стали проблемой для ткани брюк. Далдангней BBQ в Instagram. Далдангней рад поделиться особенным моментом. Пока BTS были в Торонто, ребята заглядывали к нам в Далдангней целых 4 раза, в том числе однажды всей группой. Мы очень хотели, чтобы у участников было уютное место, где можно спокойно отдохнуть, насладиться настоящей корейской кухней и просто побыть с собой между концертами, поэтому решили не раскрывать эти визиты, пока тур не закончится. Теперь, когда концерты позади, с радостью делимся этой маленькой тайной. Плакат фанатки.
«Чангук, можно одолжить у тебя одну вещь из твоих вещей?» И прикрепила все вещи, которые он любит. Чангук увидел это и начал жестами самым очаровательным способом показывать, что у него сейчас ничего нет, чтобы ей дать. Бойкот премии Грэмми со стороны BTS был освежающим. Эксперт по поп-музыке Ким Тэ-хун дает прямую оценку. Колумнист и телеведущий Ким Тэ-хун поделился своими откровенными мыслями о бойкоте премии Грэмми со стороны группы BTS. 23 числа Ким опубликовал видео под названием «Почему премия Грэмми больше не важна для BTS» на своем YouTube-канале «Комната для прослушивания Ким Тэ-хуна». В видео Ким сказал о бойкоте Грэмми со стороны BTS. Если говорить прямо, то они нанесли мощный удар. Я почувствовал облегчение и подумал, эти ребята сделали то, о чем я даже не задумывался. Он продолжил: разве мы часто приходим к осознанию через определенные события? Увидев новость о бойкоте BTS, я позже понял, вот в чем дело. В премии Грэмми в качестве номинантов выступают европейские артисты. Так почему нет категории, посвященной Европе? Просто привлекая наше внимание к этой проблеме, BTS достигли чего-то выдающегося. Ким объяснил, если бы это ограничивалось только одной группой, BTS, отказывающейся от участия в премии Грэмми, то высокомерные организаторы Грэмми вряд ли бы пересмотрели свою позицию. Однако, это заявление имеет влияние. Латиноамериканские артисты тоже могут подумать: я понимаю, почему латиноамериканская музыка рассматривается как поджанр. Особенно, когда протестуют чернокожие музыканты, влияние на Грэмми будет значительным. Это может привести к широкому недовольству среди чернокожих музыкантов в американском обществе по отношению к премии Грэмми, что, возможно, будет спровоцировано действиями BTS. Это может перерасти в массовое движение или тенденцию, и организаторы Грэмми, вероятно, почувствуют огромный кризис. Это просто оставлю здесь без комментариев, потому что... Такие милые глазки Чангука. Смотрю на улыбку Тэхёна и улыбаюсь в ответ. А как он мило морщит носик. Ну серьезно, я бы его в рамку поставила, и на самое видное место. Пусть каждый день радует. Официальный аккаунт команды Dajess Nation в Instagram и Twitter тоже вспоминает блестящий первый бросок Тэхёна. Ровно год назад
Сегодня Ви, он же Ким Тэ-хён, выполнил первую подачу на стадионе Даджес Стадиум. Ведущие Даджес все еще говорят о влиянии Тэ-хёна спустя год и сравнивают его звездную силу с The Beatles. Фото справа. Следует отметить, что мы с Ликюром понятия не имели, на что смотрим. Мы знали лишь, что реакция толпы на этого парня звучала так, будто за нами выступали Битлз. Тэ-хён хорош? Нет, великолепен во всем. Смотришь на эти щечки Тэ-хёна, и сразу понятно, этот сладкий хлебушек строго одна порция умилительно в день. Победа Чонгука в конкурсе «Самый красивый мужчина» 2026 года вызвала глобальный резонанс и получила широкое освещение в мировых СМИ. Южная Корея. Победу отпраздновали медиаплатформа Topic4U и официальные туристические аккаунты Seoul South Korea, South Korea Explores. Азия. Новость осветили крупная пакистанская сеть Ball Network и индонезийский музыкальный портал Polomasik. Латинская Америка. Достижение отметила одно из крупнейших изданий Доминиканской Республики – газета Diario del País. Тэйкук показали микродозу канона, своего секретного рукопожатия, и мгновенно ушли по-английски. Согласно указу, подписанному в начале этого месяца, губернатор Прицер официально объявил 27 и 28 августа днем BTS в штате Иллинойс. Эта инициатива, выходящая за рамки простого празднования концерта, подчеркивает глубокое влияние, которое группа оказывает на реальный мир своим посланием о любви к себе. Осведомленности о психическом здоровье и расширении возможностей молодежи в Иллинойсе заявила Тамека Дёнсон, главный организатор инициативы «День BTS» в Иллинойсе. Ладонь Тэ-хёна была готова на многое, пока Намджун вовремя его не отвлек. Забавный диалог с участием Чонгука. Автор опубликовал в своем аккаунте вопрос размышления. Если бы вы писали о своей молодости в романе, какой была бы первая строчка? Фраза на самом скриншоте тогда, в том году, мы слишком легко поверили в слово «вечность», это продолжение ее мыслей из дорамы «Our Beloved Summer». Чонгук неожиданно пришел в комментарии и оставил ироничный ответ: «Нет, ну в мои-то времена». 28-летний Чонгук пошутил, притворившись ворчливым дедушкой. Автор в шоке отвечает ему: «Ого, это же наверняка не тот самый Чонгук Ним, которого знают все на свете. Наверное, показалось». У Тэ-хёна в глазах сердечки и на губах самая очарованная улыбка, когда все его внимание на Чонгуке.
Тэхён вступает в свою чемпионскую эру в мире моды. Звезда BTS стал лицом новой глобальной компании Champion True Champion, присоединившись к Ромео Бекхэму, Дане Паоле, Кайлу Кузме и другим участникам последнего глобального продвижения бренда. На рекламных изображениях Ви демонстрирует фирменный спортивный стиль Champion, включая темно-синюю толстовку, поскольку бренд воспевает дух победы и индивидуальность, лежащие в основе его последней коллекции. Как же приятно за этим наблюдать. Проект Семена BTS. Атлантический лес, один из самых опустошенных биомов планеты, сегодня осталось всего 26% от первозданного леса. Самый большой фандом мира объединяется, чтобы спасти самый опустошенный биом планеты. Во время 3 дней концертов BTS в октябре наша команда будет бесплатно раздавать семена пурпурного ИП фанатам в окрестностях стадиона. Напоминание, которое переживет поколение. Почему пурпурное ИП? ИП имеет сильную символическую связь с Бразилией, а его характерное цветение несет культурную и национальную ценность. Фиолетовый оттенок для фанатов символизирует единство, любовь и связь между группой и фанатами. Ни одной приличной мысли. Как иронично, что некоторые люди ненавидят их именно потому, что не могут принять тот факт, что реальность не всегда соответствует их желаниям. Они могут отрицать это, преуменьшать или пытаться замаскировать это шумом, но связь между Тэхёном и Чонгуком будет продолжать существовать и быть видна тем, кто умеет наблюдать. Реальность не нуждается в одобрении, чтобы быть реальной, и их свет не перестанет сиять только потому, что другие выбирают жить во тьме. Тата Майк. Любовь – это не просто вспышка чувств, не только трепет в груди и замирание сердца. Это мосты. Невидимые, но прочные, они тянутся от одного сердца к другому, преодолевая любые расстояния и даже время. Ведь любовь – это и есть искусство строить мосты. И искусство не разрушать их. Это умение слышать даже то, что не сказано вслух, и отвечать не только словами, но и теплом, заботой, терпением. Это знание, где бы ты ни был, есть место, куда тебя ждут, и есть человек, который уже построил свой мост навстречу тебе, и стоит на другом берегу, улыбаясь, потому что знает, ты обязательно придешь. Второе место. Это так интимно. Существуют тысячи языков, но то, как Тэхён улыбается Чонгуку, это что-то отдельное, понятное без слов.
полная гармония нежности, от которой вдребезги разбивается привычная реальность. Такая красивая пара. Первое место, что чувствовал Тэхён, когда Чангук, глядя ему в глаза, пропел «Я готов быть рядом с тобой». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.